Привет, с вами Маша Рябинина. Это видео вообще в планах не было, но новый человек из сегодняшнего видео просто настолько невероятен и настолько же уникален. Честно сказать, я много извращенцев видела, но это просто новый уровень безграничной тупости. Рассказываю ситуацию. Где-то в октябре мне написал некий Сергей, фамилию называть не буду и замажу, скорее всего. Зачем лишний раз рекламировать его? С самого начала вроде бы общение было нормальное, но потом у него произошло помутнение рассудка. Мы сейчас плавно перейдем к этому. Короче, тут он просит голосовое, я его кидаю. Если вернуться обратно, я бы последнее, что сделала, это скинула ему голосовое. Я, если бы не снимала контент, я бы в жизни не обращала внимания и просто забанила. Забыла и все. Но поскольку контент тоже надо пилить, я решила дальше его троллить. Вот, тут он пишет, давай голос общаться. Видимо, он имел в виду голосовыми. Говорит про мой приятный голос и так далее. Дальше идем. Тут пока ничего интересного. Ему даже не часто отвечаю, но он, как мы видим, строчит и строчит. Неужели непонятно, если девушке столько пишешь, и она мало тебе отвечает, ну, тут уже ловить нечего. Видимо, в его мире полного абсурда это нормально. Тут он даже написал про снять видео вместе. Я даже боюсь представить, что он там уже снять собрался. Я ему отвечаю, а какое? Мне же интересно. Но я сразу поняла, что это тяжелый случай, но ради видео продолжила с ним общаться. И он резко переводит тему и предлагает созвониться в ВК. Конечно, я могла бы согласиться, но я боялась, что моим нервам придет перманентный конец. И тут самое интересное начинается. Я ему честно сказала, что остаюсь у парня, но его это не смутило. Я сегодня не могу говорить по телефону, так как я у парня остаюсь. И тут же он пишет, мол, не надо у него оставаться, лучше со мной. Хочется сказать, что прости. И дальше я просто прикреплю полностью сообщение, что там было написано. Это просто в голове не укладывается. То есть ты говоришь, что у тебя есть парень, и он тут пишет, что лучше с ним строить отношения, а про скорострельность это вообще мое почтение. Короче, как вы поняли, это клиника просто. Я говорю человеку одно, а он совершенно не слышит и гонит свою пургу про построение отношений, создание семьи и прочего бреда. Хотя я ему ясно дала понять, что тут ловить нечего. И скройся из виду, пожалуйста. Складывается ощущение, что мы вообще с ним с разных планет. Тут он, типа, перечисляет свои плюсы. Меня современные парни просто поражают и вгоняют в тупик. Он совершенно не знает человека, но однако же пишет самоуверенно. Либо он экстрасенс, либо же дебил. Третьего явно не дано. Я скорее сейчас просто поставлю видео, чтобы много не говорить, но вы сами послушайте и сделайте выводы. Машуля, а давай с тобой дольше общаться и больше. Ладно, друг друга узнавать больше. Найдем время, встретимся, погуляем. А то мне реально ты очень безумно понравилась. И знаешь, и после того, как я увидел тебя, да, твои фотки, когда с тобой начал переписываться, я сначала подумал, а может быть ты фейк, а потом, когда ты мне еще и голосовой скинула, помимо того, что ты реально очень милая, красивая, так еще и милый, красивый голос у тебя. И на самом деле у тебя все взаимно, у тебя все взаимно, то есть одно целое, вместе. То есть, ну, ты идеальная девушка, которую вот просто я, ну, на самом деле, я полжизни своей, наверное, так и есть, скажу, что были у меня девушки, да, была девушка, с которой я 5 лет встречался, вот, то есть я ценил, как бы уважал и так далее, вот. У меня верная натура, то есть для меня девушка это святой человек. Вот, прислушивался и делал только для того, чтобы девушка была счастливая. Вот, и то есть я воспринимал ту девушку, какая она есть, но понимал в душе, что мне совсем другая девушка нужна, как бы, да. Ну и потом раз и такой, как-то моментом мы с тобой
нас как бы связало, ну, время такое, что мы начали там друг друга как-то нашли. Мне не хочется с другой девушкой, с какой-то там чем-то там заниматься, общением вести. То есть, да, понятное дело, что как бы я молодой, горячий, могу хоть всю ночь не спать, да, но дело да не в этом. То, что там умею там шикарно своим, как бы сказать, по мелочам именно, пользоваться шикарно. Но то, что выносливый, это еще, ладно, это одно. Это главное, что ты мне нравишься такая, какая ты есть, именно такая, какая ты есть, и твоя внешность, и твой голос. Блин, я, знаешь, наверное, вживую бы сейчас, если ты рядом находился, я, наверное, мог бы лучше и больше объяснить, чем по телефону, по голосовой. Как бы, ну, так вот, просто ты обалденная девушка, с которой бы я хотел бы быть. И хотел бы и дружить, и общаться, и общаться, даже очень ближе общаться. Тут я решила угорнуть и скинула ссылку на донат. Подумала, может, хоть какая-то от него польза будет. Хотя задонатить на развитие канала. И тут он отвечает: солнышко, при чем тут деньги? Но дальше был 5-минутный бред. Вот такой сказочный клиент. Вы знаете, как говорится, что ВК как зеркало души человека. Я зашла посмотреть на его подписки, ну и как бы тут все понятно. Он еще автомеханик. Интересно, машины, которые он ремонтирует на дороге, не разваливаются? Итог видео такой, что вроде человек выглядит нормально и поначалу даже пишет по-человечески и вполне адекватно, а потом будто в него вселяется демон тупости, и он уже не соображает, что говорит и что пишет. И когда ты ему пишешь, это как горохом об стенку. Таких нужно сразу блокировать. Интересно, если бы я дала ему свой номер, он звонил бы сутками? Я сейчас обращаюсь исключительно к девушкам. Я, конечно, понимаю, что разные ситуации, исключения из правил, но чаще всего на это попадаются очень многие девушки. Будьте осторожны, когда общаетесь в интернете и ведете переписки. Вы можете сначала подумать, что человек нормальный, но потом вы просто офигеете от того, что он вытворяет и что за дурь пишет. Сразу лесом пускай идут. К сожалению, мне таких пишут по 100 в день, если не больше. Но в сегодняшнем видео просто человек перешел все нормы морали. Я еще была милой, и в реальной жизни он бы уже давно в бане был. Но что поделать, никогда не знаешь, где ждать подвох. Подписывайтесь на меня и ставьте лайки, репостите мои видео. Я очень стараюсь держать планку качества. Всем спасибо за просмотр. С вами была Маша Рябинина. Всем пока.